Чем лучше твоя физическая форма, тем лучше ты едешь на мотоцикле. Тем больше ты нравишься себе и окружающим, становишься более активным, выглядишь моложе. В конце концов, снижается риск травм на мотоцикле. Сегодня спортсмены будем размышлять о философской теме. Физическая подготовка человека, увлеченного эндуро. Какой должен быть спорт, чтобы тебе легче ехалось на мотоцикле? Сколько, в конце концов, его должно быть раз в неделю? Как вес влияет на травмы, на вашу выносливость и вообще на что он, черт возьми, влияет? Разберем 3 самые популярные диеты, которые, вероятно, подойдут и тебе. Конечно же, я поделюсь своим опытом, как мне удалось похудеть почти на 40 килограмм. Какие гаджеты вам в этом все могут помочь? И самое важное, если это видео соберет более 20 тысяч просмотров, то мы вместе с нашими коллегами, с профессиональными тренерами запишем настоящий тренировочный план для эндуриста. Актуальная тема после Нового года. Если выпуск зайдет, обязательно сделаем целую серию. Вы на канале Все в Эндуро? Начинаем. Факты из моей жизни. Мне 39 лет, и 16 из них я проработал в фитнес-индустрии. Так уж вышло, что мне повезло, и я знаком со всякими методиками, биомеханиками и прочими замороченными историями, что касается фитнеса, и прекрасно знал, как правильно худеть и что для этого нужно делать. И уж поверьте мне, в моей компании было более 40 тысяч клиентов, которые приходили худеть ко мне. Тем не менее, мне это не мешало быть крайне упитанным молодым человеком. По самотопии я тот самый человек, который посмотрел на жратву и в какую-то секунду сразу потолстел. Поэтому в жизни мне, конечно, все давалось нелегко. 2 раза в своей осознанной жизни я из толстого, действительно огромного человека превращался в крайне худого, спортивного и человека спортивных высоких достижений. Всегда занимался спортом, иногда, правда, фанатично, но мы с вами об этом тоже поговорим. Поэтому, друзья, в принципе, имею опыт возрастной трансформации и невозрастной в разные временные периоды, так сказать, мужской жизни. Поэтому более-менее знаком с методикой. И давайте-ка я вам попробую в этом выпуске рассказать и поделиться своим опытом, как наладить пищевое поведение и вообще что это такое. Поговорим сегодня с вами о мотивации. Поразмышляем о фитнесе, вообще какой он должен быть, сколько раз в неделю, зачем его так мало или так много, и на что он, в принципе, влияет. И дать вам ценные советы, которые помогут вам, друзья, избежать всех тех ошибок, которые, к сожалению, случались со мной. Это травмы, бесконечная потеря мотивации, ну и вообще вот это все. В общем, ребяточки, еще разочек, прошу поставить лайк. Давно собирался на этот выпуск, но вот сегодня минус 40 килограмм, и уже, наверное, пора вам рассказать, как это можно сделать легко, а ведь впереди 22 год, сезон, гоночки, надо ехать. Ребята, на канале Все в Эндуро, вы не ошиблись, никакой инфо-цыганины, только вперед, только full газ. И сегодня про фитнес и вообще, что это такое в эндуро, погнали. В какой магазин приехать, чтобы выбрать экипировку и сразу ее померить, а главное купить, и чтобы все это было в наличии, а не просто виртуально в интернет-магазинах? Конечно же, Moto Falcon, посмотрите, какой здесь выбор абсолютно только одних гаернов. Выбирай, какие хочешь, есть экипировочка подешевле, есть более дорогие колени, как, например, в которых езжу я, а есть и попроще для начинающих парней. Поэтому, если вы начинаете свой путь в эндуро, то обязательно заедьте в Moto Falcon, а если вы уже человек, который ездит и подбирает себе каждый год новую экипировочку, обязательно обратите внимание на этот магазин, потому что здесь всегда все в наличии. Если вдруг по какой-то причине вы находитесь в другом городе, ничего страшного, парни, звоните им, а они вам все отправят в ваш регион, и в течение нескольких дней вы получите свою премиальную или не очень экипировку и будете точно так же радоваться на треке своим новым обновочкам, как это делаем частенько и мы. Я считаю, что правильно начать с мотивации, потому что в этом деле мотивация является важным фактором для достижения успеха. Ребята, то, чем мы с вами болеем и занимаемся, само по себе звучит как вызов. Эндуро – это преодолеть, вытерпеть, в общем-то, пережить все сложные ситуации, которые могут быть у вас на трассе, с мотоциклом, с самим собой. Ну и, конечно же, это, знаете, есть такое выражение, эндуро – это героическое решение проблем, которых могло бы и не быть. Как бы там ни было, эндуро – это увлечение, которое со временем трансформируется, и из человека, который ездит в резиновых сапожках по гребным трассам с фляжечкой наперевес, вы превращаетесь в человека, который
мечтает о высоких спортивных достижениях и, конечно же, хочет побеждать. Эндуро всегда требует от тебя хорошую физическую форму, каким бы пухлым и талантливым гонщиком ты, дорогой мой друг, не был. Собственно, неважно, толстый ты или худой, 18 тебе или 65, австрийский мотик у тебя, в конце концов, или китайский, эндуро будет требовать лучшую версию себя, задумываться о зале, прекратить бухать, бросить пить и тренироваться чаще. В среднем за год человек, который занимается эндуро, очень сильно трансформируется. Не только внешний, но и внутренний. У него появляются дополнительные дни, потому что он не пьет и ему не нужно опохмеляться. Он меняет свой круг окружения, потому что те ребята, с которыми раньше дружили с ним из-за застолья, просто перестают с ним общаться. Считают, что он немножко сошел с ума. Но оно ж так и есть, потому что вместо того, чтобы поднимать стакан или побухивать, или проводить время еще как-то со своими корешами на охоте, чувак сошел с ума и начинает ездить, тренироваться, ходить в зал, да и вообще заниматься спортом, что вызывает зависть у всех, потому что все остальные-то так и остались там, сзади, со своим стаканом и со своими интересами. Ни для кого не секрет, что мотоцикл для мужчины – это его личный психотерапевт, который дает ему определенное чувство свободы, и всегда у него есть выбор. Дело в том, что когда мы с вами находимся на треке, мы делаем свой выбор сами. Для нас это очень важно. Мы стараемся преодолеть те сложности и проблемы, которых могло бы и не быть. Но героически преодолев их, мы поднимаемся немножечко на ступеньку выше в своем личном рейтинге. Вот сегодня, например, я смог заехать то, что раньше вообще даже боялся смотреть. Так, именно так мы говорим либо своим друзьям, либо своим женам. Хотя те люди, которые обычно нас слушают, они как-то, знаете, все это мимо ушей. Ну, сумасшедшие. Так вот, друзья, то, что мы с вами замотивированы, это нельзя отрицать. И поэтому вопрос мотивации вообще не стоит. Мы все хотим ехать чуть дальше, чуть быстрее, чуть безопаснее, чем мы делаем это обычно. И для этого нужно тренироваться. Ничего нового, в принципе, я вам не скажу и не придумали. А еще же хочется хорошо выглядеть, чтобы девчонки внимание обращали. Чтобы твои соседи говорили: слушай, смотри, как он хорошо выглядит, а еще на мотиках гоняет. Чтобы когда ты в бухгалтерию зашел, все аж офигели. Чтобы ради твоего прихода девчонки на работе одевали каблуки и платья. А сейчас ты мне скажешь: Кирюх, да не занимайся ты ерундой. Достаточно просто ездить на мотоцикле, и не нужен никакой зал. 3-4 раза гоняй на мотике, и все. И будешь хорошо себя чувствовать, похудеешь, да и вообще все будет в порядке. Нет, дорогие мои друзья, давайте подходить к этому вопросу научно и разбирать. Если прямо сейчас я тебе скажу, что для того, чтобы достичь высоких спортивных результатов, необходимо бросить бухать, жрать всякую сатану и вообще увлекаться всякими пошлостями, то мы, скорее всего, ты сейчас закроешь это видео и скажешь: не-не-не, все, в расход, потому что мне нравится. Я, вот знаешь, сегодня побухал, а завтра утром сел на мотик, попер, и у меня все прекрасно и все в порядке. Ты должен понимать, что 70% твоего успеха – это твое питание, и только 30% – это спорт. Поэтому, если ты еще остался и смотришь это видео, то я тебе не рекомендую сразу кидаться или покупать самый дорогой фитнес-абонемент в спорт с головой. Объясню почему. Дело в том, что вообще изменение модели пищевого поведения для организма крайне высокий стресс. Это нагрузка и психологическая. Ну, ты все время позволял себе все, что ты хотел, а сейчас мы с тобой будем разговаривать, что тебе можно, а что нельзя. И здесь момент отрицания включается, безусловно, поэтому если ты еще окончательно не решил и еще метаешься туда-сюда, то эти слова специально для тебя. Дорогой мой друг, когда я похудел со 125 до 100, я думал, что мне очень легко. А когда я похудел со 100 до 85, я понял, что я вообще полетел. Я для себя пересоздал слово мотоцикл. Мне стало легче ехать в 150 тысяч раз. Те элементы, которые я вссал и у меня не получались, у меня все стало получаться только потому, что меньше вес, появилась мобильность, скорость. Да, не без тренировок, безусловно. Мне приходится много этому уделять времени, физической подготовки, много тренироваться. Но об этом мы с вами поговорим чуть-чуть попозже. Поэтому давай вернемся к тому, что стресс для твоего организма – это уже
изменение пищевого поведения. Если ты сейчас перестанешь и потихонечку начнешь отключать какие-то продукты, а какие-то увеличивать, то организм этого поймет, и ничему хорошему изначально это не приведет. А если ты навалишь еще на эту историю всю спорт, а обычно люди наваливают это вот сразу вот столько, если спорт, то каждый день, и все вот эти вот, знаете, марафоны 365 дней, ребята, с профессиональной точки зрения это вообще полный провал, потому что спортивные достижения – это питание, тренировки и восстановление. Это три важные кита вообще в принципе спорта. Если человек не восстанавливается и тренируется каждый день, безусловно, у профиков, даже у профиков, есть тренировочные программы 6.1. Но, ребята, давайте быть объективны, это профессиональные спортсмены, которые ходят на работу, как, собственно, мы, только на спорт. Поэтому у них тренировки каждый день, но один день все равно они отдыхают. Восстановительный процесс очень тонкий и сложный момент. Профессиональные спортсмены используют всякие дорогие гаджеты, например, такие как ВОП или Garmin 6S, Fenix, для того, чтобы восстанавливать себя. И эти штуки показывают процесс восстановления. Не так важно, сколько ты потратил, важно, когда тебе можно продолжить твою работу, чтобы она была эффективна. А если организм накапливает усталость, а он накапливает, ни к чему хорошему, к сожалению, это не приводит. Мы улучшаем нашу физическую форму не когда мы тренируемся, а когда мы отдыхаем. Итак, вернемся к диете. Какие диеты существуют? Есть кето-диета, есть лоу-карб-диета, есть ПП-диета. Обо всем ты можешь погуглить в интернете, и там, наверное, даже лучше расскажут, чем я. Но я бы подошел к этому вопросу немного более профессионально. Те диеты, которые я сейчас перечислил, это в первую очередь диеты, которые, подойдут многим из вас, но мне не очень нравится слово «диета». Знаешь, диета – это как будто бы сесть в тюрьму, что когда-то ты выйдешь, и с тобой все будет в порядке. Диеты по факту не помогают, а морочат тебе только голову. Менять нужно не диету, а образ жизни, питание и твое мышление. Когда я начинал худеть, меня убеждали, что вот это все станет меня через какое-то время вполне устраивать, это будет вкусно и даже нравится. Я тебе честно скажу, что уже полгода нахожусь на диете, и нифига мне эти овощи, рыбы и хумусы не особо-то и нравятся. Если ты думаешь, что я сейчас прям откажусь от какого-нибудь бургера или хинкали, то это абсолютно не так. Со временем у тебя вырабатывается определенный навык. Ты начинаешь отличать голод от аппетита. И это очень важный фактор, который дает тебе возможность и умение терпеть. Ты понимаешь, что тогда, когда тебе организму нужно поесть, и тогда, когда ты просто хочешь пожрать. А еще со временем я начал отличать, что такое физиологический голод и эмоциональный. Дело в том, что когда ты приходишь в какую-то тусовку, вот там как раз и начинается твой эмоциональный голод. Ты за компанию начинаешь жрать торт. Знаешь, у тебя было наверняка такое, что типа, может по сладенькому, по десерт, попадая в определенное общество, оно навязывает тебе пищевые поведения. И ты должен четко понимать, что ты не такой, как они. У тебя абсолютно другая модель поведения. У тебя есть цель, у тебя есть задачи, и ты должен с этими целями и задачами всегда жить в голове. Это определенный опыт понимания твоего организма. Это важно. Быть самим собой, дружить, понимать себя внутри. Потому что, как бы мы с вами не хотели, мы все-таки устроены из гормонов, и иногда силы покидают нас, что касается внутренних. Нам действительно нужно поесть и все такое. И вот здесь важно отличать эмоциональный голод от физиологического. Ген, где ты? Я жду тебя. Я уже не могу это есть в одиночку, понимаешь? Приезжай быстрее. Я скучаю. Итак, переходим к пищевому поведению. Что это такое? Это тогда, когда ты осознанно и четко понимаешь, что ты делаешь, сколько ты ешь, как ты ешь, что такое микроэлементы в еде, насколько важно тебе поесть именно сейчас. Обращаешь внимание и смотришь на еду не как на какой-то праздник живота или там на супер какие-то вечерние застолья, а на как топливо. Знаешь, вот если ты заправишь свою машину плохим топливом, то она и ехать будет у тебя не очень. Ты же не заправляешь, в конце концов, чипсами 76-го бензина. Ты всегда стараешься залить какой-нибудь 95-й или соточку для того, чтобы твоя тачка ехала получше. Также твой организм. Поэтому, на мой взгляд, очень важно обращать внимание на то, что ты кушаешь. Для того, чтобы вот получить такой результат,
я в первую очередь отказался, прям тебе все по-честному. Хлеб, все крупы, молочка, мясо красное, естественно, любой сахар, в том числе и сладкие, и тортики, вот это все, что, без чего мы жить не можем. Ну и, конечно же, мои любимые булки. В моем рационе прибавилась зелень, мясо птицы, яйца. Ну а в качестве десерта, ребята, иногда я себе позволяю яблоко. За это время я понял для себя, что чем проще еда, тем проще она приготовлена, чем меньше мы используем всяких приправ, добавок, солей, и соусов и прочее, то тем быстрее ты начинаешь получать результат. Безусловно, первое время тебе очень морально тяжело. Ты, знаешь как, цепляешься ко всему. У тебя начинаются какие-то психологические и психические отклонения. Друзья, которые рядом всегда с тобой жрали торты, не разделяют с тобой твою точку зрения, считают тебя немножко сумасшедшим. Но все это не отодвигает тебя от твоей цели. Дело в том, что лично меня мотивирует цель, как я говорил выше. И гонка 100% эндуро, которую мне хочется проехать в качестве гонщика. И ты сейчас спросишь, а зачем вообще тебе это надо? И я тебе отвечу. Ради вдохновения. Слушай, ну на самом деле, да, в таких гонках нужен расчет и грамотный подход. То есть вплоть до того, чтобы сохранить бензин, резину и целый мотоцикл. Ну, соответственно, сохранить силы. Конечно, все это непросто. И поначалу ты избегаешь, как, знаешь, настоящие алкоголики, людей, которые любят жизнь. Застолье, покушать, выпить. И вот эти воздержания тренируют в тебе не только твой внешний вид, но и характер внутри. Ты понимаешь, что ты уже прошел довольно большой путь. И если сейчас ты сорвешься и запихнешь себя в какую-нибудь булку, то потом через какое-то время начнешь об этом очень сильно жалеть. И все, что произошло вот там вот до этого, это как бы пойдет все на смарку. Но, друзья, на практике все это абсолютно не так. Если вдруг в какой-то момент ты случайно сорвался и не удержался, ничего в этом страшного нет. Завтра будет точно такой же день, где ты уже станешь гораздо сильнее, мощнее и уж точно не сорвешься и будешь себя вести хорошо. Вот так правильно размышлять, когда ты находишься на диете. В последнее время в наш мир пришла еще такая история, как голодание. 42 дня абсолютно без еды. Знаете, это было всегда, но просто с влиянием Инстаграма и прочих соцсетей это как-то стало коммерциализировано, что ли. Я часто вижу рекламу, как ребята говорят о том, что просто жри все, что хочешь, только потом поголодай, и все как бы будет окей. Действительно, ребята, эта хрень работает, и я честно вам скажу, что раз в неделю я стараюсь пропускать один из приемов пищи, ну, например, ужин, чтобы поголодать 16-18 часов. Действительно, вес уходит, но я считаю, что это не самый здоровый способ сбросить вес, и уж тем более нажираться потом после того, как ты поголодал. Поэтому чем стабильнее вы ведете свой образ питания, чем больше вы чаще питаетесь, чем меньшими порциями, тем эффективнее у вас будет ваш процесс похудения. Организм не идиот. Он изначально выстраивает свое психологическое состояние так, что если у него нет еды, значит ту еду, которую он сейчас съест, он запасает. Поэтому не торопитесь просто ничего не жрать. Просто ничего не жрать не получится. Вы тогда не будете худеть, и у вас не будет никакого результата, а психологическая нагрузка будет крайне высока. Ваша задача делать это чуть-чуть, мало, и стараться смотреть на качество еды. Обращайте внимание, чтобы ваша еда соответствовала, ну, хотя бы КБЖУ. КБЖУ – это калории, белки, жиры, углеводы. Есть такое прекрасное приложение, как Fat Secret. Вы вводите свою еду, сколько грамм вы там скушали, и оно считает количество калорий. Это приложение, ну, давайте так, сами найдете его либо в Google Play, либо App Store и скачайте себе для того, чтобы хотя бы начально начать себя контролировать, сколько вы кушаете и как вы питаетесь, и правильно ли вы питаетесь по состоянию КБЖУ. Уменьшите свои порции и взвешивайте их. Это тоже даст вам определенное понимание. Чем больше статических данных, тем лучше для вас. Переходим к тренировочкам. Работая в фитнесе, я понимал, что обладаю определенным ресурсом, и мне всегда хотелось сделать такую тренировочную программу, которой будут тренироваться именно эндуро. А эндуро ведь что это такое? Это объемы, ребяточки.
inside these empty, broken walls, and I can't see it clearly, but it's obvious. I know that you left me alone inside this. Вы едете от часа там, до 8, иногда 12 часов, и вам нужно, чтобы ваш организм оставался функциональным. И знаете, если вы сейчас придете и поставите эту задачу, например, какому-нибудь фитнес-тренеру по функциональным тренировкам в каком-нибудь кроссфите, то ничего хорошему он вас не научит. Вы будете делать большое количество повторений, умирать, выводить свой мотор на высокие пульсовые зоны, но ни к чему хорошему это не приведет. Ваш тренер должен сам понимать, что такое эндуро, это в первую очередь, а во вторую очередь лучше еще и катать. Вот есть такие тренера в России, напишите мне в Инстаграм, я вам дам на них ссылочки, это ни в коем случае не реклама, я сам занимаюсь именно с таким, с человеком, который подготавливает профессиональных мотоспортсменов в мире. Мы уже давным-давно спортсмены, скажешь ты, и хочется более научного подхода. Поэтому давай-ка вот этими общими фразами оставь их для кого-нибудь еще. Давайте сейчас вместе, ребята, с вами разберемся, что переживает организм, когда вы едете на мотоцикле, и вообще, если положить его на спортивную вот эту линейку, как это работает, что мы испытываем и что с нами происходит с научной точки зрения. Существует так называемая биоэнергетика гонки. Смысл в том, что у нас с вами есть окислительные волокна, промежуточные и гликолитические. В свою очередь, езда на мотоцикле, будь то гонка или тренировка, это неравномерная, как, например, у тех же марафонцев, постоянная работа, где он там вышел на определенную точку своего организма и на ней, в общем-то, работает. У нас всегда идет с вами вот такая вот история. Чем дальше мы с вами продвигаемся по трассе, чем больше мы времени с вами едем, чем больше мы ошибаемся, тем более требовательный становится у нас с вами организм. И чем хуже, а если еще страшнее, менее правильно поработал до этого в зале, тем больше у тебя становится долгов по лактату и легочной вентиляции. Давай этот процесс разберем более научно. Ты стартанул и едешь в районе ОНВ. Чтобы разобраться, что это такое ОНВ, ПМВ, ГМВ, я тебе сейчас расскажу. Окислительно-мышечные волокна, промежуточные мышечные волокна и гликолитические мышечные волокна. Небольшие препятствия, обгоны, сложности, ты иногда подползаешь в ПНВ, в каких-то экстремальных ситуациях используешь силу, напрягаешь волокна, они у тебя тренированные, в свою очередь у тебя не происходит рекрутивного нового волокна. Ты на уровне 2-3 миллимоль едешь. И все с тобой в порядке. Как только ты начинаешь попадать в ситуации, когда у тебя волокна не тренированные, ты начинаешь залазить в ГНВ. Начинаются сыпать ионы водорода, растет лактат, тебя потихоньку закисляет, и ты в какой-то момент скидываешь мощность. Вот тогда и начинаются все твои ошибки. Основной посыл, мой друг, в том, что нужно развивать основную митохондральную массу, наращивая тем самым большое количество промежуточных и окислительных волокон, которые и будут справляться с накоплением лактата. Так как кроссфит и качалка – это в основном анаэробный гликолиз и развивает преимущество гликолитические мышечные волокна, то какой бы ты сильный не был, через 10 минут гонки ты задохнешься от большого количества лактата, так как его не в чем переваривать. Нет ОНВ и ПМВ. Ну а теперь давай перейдем к общим показателям, потому что я чувствую, что здесь даже умные могут заблудиться. Я поговорил о тренировках с Грэмом Джарвисом, с Тедди Блазузиком, с Марио Романом, с Теодор Кабакчиевым, с Вэн Янгом. Все они разносторонние ребята. У каждого у них есть свой определенный навык и скилл. Но всех их объединяет одно. Это 6-1, то есть 6 раз в неделю они тренируются, 1 день отдыхают. И у них у всех разносторонние тренировки. День плавания, день велосипеда, день мотокросса, день там еще чего-то. И еще момент. Они все уделяют внимание мобильности.
Мобильность – это когда ваше тело не имеет никаких зажимов. Вы можете двигаться на мотоцикле в абсолютно любой плоскости. Это дает вам возможность быстро принимать решения, в первую очередь, а во вторую очередь, конечно же, их реализовывать. Поэтому, друзья, мобильность – это один из постулатов китов эндуро. Восстановление спортсмена – это та фаза, которую обычно пропускают даже более-менее значимые спортсмены. Многие списывают на историю о том, что ничего страшного, я и так сильный, восстановлюсь довольно быстро, и все будет хорошо. К сожалению, это не так. Восстановление является одним из самых главных пунктов в успехе любого спортсмена. Питание, тренировки и восстановление. Помните, ребята, что формула такая: сон, питание, правильное питание, вода. Все это имеет огромное значение в восстановлении. Конечно же, режим, что ложиться надо чуть раньше, чем, например, 11 часов вечера, для того, чтобы завтра повторить ваш успех на гонке или, в конце концов, сделать какую-то заминочку. Очень часто спортсмены после гонки, которые поднимали свою пульсовую зону выше, чем среднюю, забивают на следующий день, и процесс восстановления длится очень долго. Ребята, не забывайте это делать. Дело в том, что после любой эндуро-гонки на следующий день, даже если вам сильно не хочется, вам нужно побегать во второй пульсовой зоне, вторая, третья, там максимум, для того, чтобы в низком пульсе, скажем так, для того, чтобы разбежалась кровь, и ваш процесс восстановления был лучше, быстрее и эффективнее. Теперь давайте поговорим про воду, да и вообще про спортивное питание в эндуро. Вода – это тоже одно из самых важных вещей. Если вы хотите очень быстро похудеть, то пить вы должны очень много. К сожалению, очень многие ребята об этом просто не знают и не потребляют нужное количество воды. Есть специальные приложения, которые помогут в этом деле вам. Не стесняйтесь, устанавливайте. Нужно пить от 2 литров воды в день, и это нормально. Теперь спортивное питание. Очень много спортсменов в свои гидраторы льют изотоник. Специально для того, чтобы все электролиты, которые вы теряете через пот и прочие всякие жидкости, которые у вас выделяются во время гонки и тренировок, восстанавливались. Это дает вам сохранять возможность вашего ресурса организма, вы работаете больше, быстрее и надежнее. Ну а главное, ребята, вы меньше устаете, и это прям факт доказанный. Многие в качестве питания кладут себе сис-гели. Я, честно, не очень их люблю, поэтому предпочитаю яблочко, банан, если можно финики и орешки. Это будет вообще прекрасная история. Ребяточки, вы были на канале Все в эндуро. Спасибо вам огромное, что посмотрели. Более 20 тысяч наберет ролик. Сделаем прям настоящий экспресс-курс по фитнесу для эндуристов. Спасибо большое. Не забывайте про лайки, комментарии. А мы на тренировку.